Банда, привет! Спонтанное видео. Спонтанное. Короче говоря, хочу рассказать про машину Nissan Rogue 2024, которую я управляю уже практически полгода. Мне безумно нравится этот автомобиль, но, к сожалению, мне надо будет делать апгрейд. Вот, и пока я на нем катаюсь, я вот хочу его чуть-чуть вам показать. Кто хочет брать для семьи, для поездок, для всего машина мне очень нравится. Мне очень нравится. Я взял в комплектации Platinum. Вот. И сейчас я вам чуть-чуть ее покажу, расскажу. Может быть, кто-то себе ищет машину. Цена на нее как на седан. То есть я ее брал новую, и она обошлась 36 тысяч. Я ее взял под finance. Вот. Без первоначального взноса. И по ощущениям, по комфорту, я не знаю, что за эти деньги можно взять. Ну, если вы любите седаны, то седан можно спокойно взять. Вот. Но я хотел именно SUV, потому что вот сейчас я нахожусь во Флориде. И во Флориде, как вы знаете, а кто-то не знает, но здесь бывают дожди, и они такие продолжительные, затяжные. И может там за сутки просто налить такие огромные лужи, что некоторые машины потом в сервис загоняют, чтобы их восстановить. Вот, чтобы избежать этих проблем, я решил все-таки взять SUV. И в этом плане Nissan Rogue это очень высокая машина, вот, несмотря на ее компактное, это компактная SUV, вот, но она очень высокая. Короче говоря, погнали. Во-первых, внешний вид. Мне очень... Я вообще ее купил спонтанно, потому что я рассматривал всякие разные машины и заехал случайно в Nissan. Я даже не знал, что такая машина есть. Вот, мне она сразу очень понравилась. Во-первых, мне очень нравятся ее диски. Я считаю, это одни из лучших ниссановских дисков вообще, какие вот сейчас есть. Они и на дороге смотрятся классно, и со стороны. Вот. По внешнему виду у меня вопросов вообще не возникло. Вот, то есть мне она сразу понравилась. И когда я сел вовнутрь, все, меня вот это вот подкупило сразу. То есть это какой-то вот заявочка на лакшери, вот такая вот кожа здесь. Она вся перфорированная, строчечка такая красивая. Все, я в нее сел, как с вами сейчас. Здесь есть такой вот мини-эмбиент. Он не меняет цвет, он одноцветный, но тоже такой приятный бонус. Здесь есть навигация, как и в любой, в принципе, машине, но здесь обратите внимание на скрин. Здесь скрин просто бомбический. Он во-первых, очень большой. Когда я сел первый раз за руль, карта здесь, head-up дисплей, его, наверное, сейчас не видно. Head-up дисплей показывает навигацию со стрелочкой, со всеми делами. По ощущениям было, что я нахожусь в X3. Вот. Ну, понятное дело, здесь мотор совершенно другой, и он никак не конкурент BMW, но по комфорту мне очень эта машина понравилась. Очень. Здесь есть большая панорама, она открывается и для режим проветривания полностью открывается. Задний ряд, вот я приобрел чехлы на Амазоне, такая же кожа перфорированная, все в строчечках, все очень аккуратно. Здесь имитация под дерево, но она вся тактильно, очень приятно выполнена. Здесь есть камеры 360, направляющие, здесь есть предупреждение о сближении с другой машиной, с предметами, есть экстренный стоп, торможение, если вдруг вы там не заметили столб или бордюр, он сам затормозит за вас. Вот. А здесь есть круиз-контроль второго поколения. Я, честно говоря, не сильно в восторге, но он держит полосу. Вот. Мне не нравится одна единственная фишка, что он быстро тормозит вот перед машиной. Такое вот неестественное торможение происходит. Здесь есть куча настроек по менюшкам. Но скрин может быть в двух вариантах. Мы можем сделать вот такие вот колодцы кругленькие. Вот, либо вот то, что вот было до этого. Есть карта, здесь также она дублируется. Есть, так, сейчас секундочку, вот, стрелочками. Значит, что здесь станция. Кстати говоря, это все дублируется на head-up дисплей, вот, который, к сожалению, вам, наверное, не видно. Можно видеть, какая радиостанция работает. Есть
настраиваемое меню. Здесь можно настроить, что ты хочешь видеть, какие показатели, что тебе важно во время движения посмотреть. Есть расход, давление в шинах, экономия, значит, как турбинка здесь работает. Здесь, кстати, новый двигатель у них, полторушка с турбо. И эта полторушка трехцилиндровая. То есть я, когда взял эту машину, я очень долго перечитал там весь интернет, всю ночь потратил. Вот, все там поливают и в хвост, и в гриву. Машина говно, ничего там не работает, все ломается, CVT коробка ломается. Но вот на машине сейчас 12 600 миль. Я взял extension warranty на 100 тысяч, потому что начитался этого говна в интернете и думаю, блин, от греха подальше возьму. Вот, но пока, слава богу, ну, все окей. У меня вопросов вообще нету к машине, абсолютно никаких. Вот, я абсолютно счастливый владелец. Вот, погнали на задний ряд, сейчас покажу. Ну, короче говоря, вот так вот здесь. Она очень тихая, кстати говоря, вот еще немаловажный момент. Я подозреваю, да, здесь двойные, сейчас приподниму чуть-чуть. Здесь, вот если видно, да, это двойной стеклопакет. В машине очень тихо. То есть я когда закрываю, у меня такое ощущение, как я в каком-то вакууме. Ну, понятно, по трассе ты когда несешься, ты слышишь, но очень-очень достойная шумоизоляция. Так, сейчас, секундочку, откроем заднюю дверь. Сзади. Народ, сзади мне вообще тут все по кайфу. Вот сижу. Сидушки в одном положении. Чуть-чуть там их можно сделать назад. Ну, это вообще там не принципиально. Но положение очень комфортное. Подлокотничек вот здесь у меня за чехлом. Он там с двумя подстаканниками идет. Ничего выдающегося, но в целом очень комфортно. Вот он так вот выглядит. Не короткий, не длинный. Все, комфортное положение. Сзади есть в этой комплектации шторка. Чпок. Еще ты никого не видишь, никого не слышишь. Вот все, кто ездил со мной, вот все сзади, все спрашивают, блин, такая классная тачка. Я честно, вот, ну, фактически вот постоянно слышу вот только то, что всем очень нравится. Но для меня это тоже неожиданность, что народ так вот прям реагирует. Хотя вроде бы, ну, машина и машина, но вот вызывает она какие-то вот определенные свои эмоции. Сейчас я этот подлокотник убираю. Все, спрятали подлокотничек. Так. Поэтому здесь у вас два USB, подогрев, охлаждения нету. Третий климат-контроль, то есть впереди раздельный климат-контроль и сзади свой отдельный климат-контроль. Багажник. Багажник, ну вот тоже, да, казалось бы, вот небольшая машинка, но у нее просто вот все и с ноги она открывается, и с кнопки открывается, и все, короче, у нее нормально. Ну, здесь всякое мое этот барахло, шматье. Здесь есть скрытый, вот тоже всякая этот шляпа у меня лежит. Ну, я потому что не готовился, это спонтанно же видео, я уже сказал. Вот. И под этой всей лабудой, то есть здесь вот как бы пространство, сидушки откидываются, получается здоровый багажник. И там запаска, не видно, ну, в общем, там ничего интересного. Вот. Откинуть сидушки, вот можно вот здесь вот две таких приблуды. Вот. Ну и вручную они складываются. С кнопочкой еще закрывается. Ну, то есть по всем вот этим вот моментам, по комфорту. Давайте еще мотор, наверное, покажу. Кому интересно. Я туда не люблю заглядывать. Вот. Но, может быть, кому-то под капотом будет интересно посмотреть. Вот такой вот маленький двигатель. 3 цилиндра. Работает тихо, как часики чирикает. Вот. Вот так вот. Ну и вид у него, посмотрите. Ну красавец же. Ну красавец же. И посмотрите его. Ё-моё, тут просто... Не знаю, сколько здесь. Ну он очень высокий. Он очень высокий. Ребят, смотрите. Видно, нет? Ну просто капец какой высокий.
И за счет того, что, блин, эти диски, я в них влюблен, эти диски, они смотрятся бомбически. Очень красивые. И за счет того, что это короткобазная машина, он очень хорошо проходит все кочки, шмочки. В общем, ребят, если выбираете машину и бюджет у вас ограниченный, я думаю, можно ее и пробежную взять. Ну, а пробежную, конечно, надо смотреть внимательно. Опять же, повторюсь, что новый двигатель. Но в целом я очень доволен. И прям настоятельно рекомендую. Сервис классный. В Nissan, когда приезжаешь, тебя там и покормят, и встретят, маслица тебе поменяют. Первая замена масла у них в комплиментаре идет. Потом ты уже платишь. Вот у нее такие подсветочки, там в багажнике тоже подсветочка есть. По свету я не могу сказать, здесь ноги не светятся, но во многих машинах, даже в Infiniti, я обратил внимание, вот сегодня я смотрел QX60, у нее абсолютно просто темнота в салоне, даже в дверях ничего не светится, то есть, и старая навигация. Сейчас у них выходит новая, там будет навигация, точно такая же, как здесь, это гугловская навигация, вот. Гугловская навигация, и ну, она работает, мне очень нравится. А на которой 2025 год, у них идет старая своя, и она, ну, какашечно выглядит, вообще некрасиво абсолютно. Видимо, на тот момент у них не было договора еще. Вот здесь, смотрите, такой 3D, просто анимация такая классная, все очень отзывчивое, все работает просто, ну. Звук Bose тут стоит, звук отличный. Вот. Я очень люблю музыку слушать, поэтому смотрите, ну, кайф, конечно. Есть голосовой помощник, ну я думаю, этим тоже не удивишь. What is the weather today? Right now in Aventura, it's 29 degrees and partly cloudy. Tonight, the forecast is around 27 and partly cloudy. Вот видите, тут со мной чирикают. Можно приложения всякие закачивать, то есть, ну, я практически этим не пользуюсь. Проработал месяц, как он, Sirius, это вот здесь у них спутниковое радио, и через месяц я просто в какой-то момент слышу, что там идет какая-то реклама одна, не могу переключить канал, и я понял, что у меня Sirius этот отключили, то есть это комплиментарий был как бы месяц Sirius, потом по подписке он работает. Ну и я успешно переключился на YouTube, YouTube музыку, слава богу, с музыкой вообще проблем нету онлайн, вот, и все так же прекрасно работает. Все, ребят, то есть все, что необходимо есть, красиво выглядит, достойно. Какие-то вот с какими-то проблемами я пока, слава богу, не столкнулся. И вот здесь вот, смотрите, здесь вот так вот все вечерочком красивенько светится. Здесь у меня провод торчит некрасиво. Сейчас я его уберу. Вот. Ну, смотрите, ну, песня же. Песня, конечно, песня. Вот. Ну, давайте еще с вами чуть-чуть прокатимся. Так, чтобы уже поставить точку в мини-обзоре спонтанном. Вот Nissan Rogue 2024 Platinum Completion. Поехали, прокатимся. Специально не буду включать музыку, чтобы вы послушали шелест моторчика 1,5 литра, 3 цилиндра. Так, вот, кстати говоря, можете наблюдать head-up дисплей. Сейчас вот мы на темном пространстве, вот он подсвечивает. Значит, что он показывает, я как уже говорил, он показывает режим работы круиз-контроля, считывает знаки, но он считывает только спид-лимиты. Вот знаки стоп, я знаю, что есть такие, ну, не Nissan Rogue, я знаю, что есть такие вот head-up дисплей, которые показывают знаки стоп и звук. А здесь вот он знак стоп не читает, только спид-лимит. И, кстати говоря, навигация, ты когда едешь, он тебе предлагает, то есть он считал знак, что там, допустим, 30 miles ограничения, то есть, ну, переключиться, ограничить скорость, ты нажимаешь кнопочку, и он сам сбрасывает скорость. Но, опять же, он это делает очень резко, мне вот не нравится, то есть я предпочитаю, ну, сам плавно притормозить, потому что он это делает как-то чуточку неадекватно, на мой взгляд. Вот. Ну, то есть вот мы сейчас едем по дороге, я вот ничего кроме
кондиционера, там чуть-чуть вот рычание мотора не слышу. Сейчас, кстати говоря, на Авентуре это один из самых больших молов вообще в Америке, насколько я знаю, и самых красивых. Он, кстати говоря, построен в 1983 году. Вот, он постепенно разрастался и превратился в какого-то монстра. Вот, сейчас он очень большой, очень популярное место. Здесь и кинотеатры, и рестораны, и бутики, топовые бутики, простые бутики. Короче, тут можно черта лысого найти при желании. Вот, все продается, все. И сейчас мы с вами поедем на Sunny Isles. Смотрите, какая красота. Вечером. 29 градусов. Прохладный кондиционер в машине, кайф. Так, ну что же, вот мы двигаемся. Вот смотрите, я как обещал, head-up дисплей, он показывает режим круиз-контроля. Когда его включаешь, он цветом окрашивается, вот показывает, что он активно круиз-контроле. Вот. Если наезжаешь на линию, он желтым подсвечивает, показывает, что ты, чувак, что-то делаешь не то, ты там наезжаешь на линии и подруливает сам. Но руль вы не можете отпускать, там буквально 10-15 секунд он начинает пиликать, что типа, чувак, возьми за руль, так нельзя. Вот. По расходу, расход у него, на мой взгляд, превосходный. Это по трассе 40 миль на галлон. Но у меня в рекорд показал 47,7. Вот у меня в рекордах стоит. По городу от 23 до 27. В смешанном цикле вот он у меня сейчас показывает 26,5. Я вчера или позавчера сбрасывал его. Вот, посмотреть, актуальный. Вот, но в машине очень тихо. Вот сейчас я открою окно, чтобы вы послушали, как звучит с открытым окном. Сейчас какая-нибудь машина проедет. Ну, то есть он очень сильно изолирует все вот эти вот посторонние шумы и звуки. Я в машине по hands-free, когда разговариваю, просто люди не понимают, думают, сижу там, носу ковыряю, либо я в машине там еду. То есть это вообще они даже определить не могут, пока я не говорю, что я в машине. Очень тихо. Поэтому ездить на такой машинке одно удовольствие. Я ни на секунду не пожалел о том, что я взял именно его. Вот, неожиданно приятно. То есть для меня это открытие. Я даже не знал, что такая машина существует. Nissan Rogue. Rogue это по-английски, кстати, жулик. Я решил перепроверить, почитать, что это означает. Так что на жулике катаемся. Очень у него маленький разворот, радиус, то есть можно просто на пятачке развернуться. И нету большого количества оборотов руля, то есть мы буквально там прокрутили его в полоборота и все, уже повернули. Так что, ребят, вот такой вот аппарат. Со своей стороны могу только порекомендовать. Ну, опять же, вот так как это двигатель еще не изучен в сервисах, потому что, я думаю, еще мало, машина довольно-таки свежая, обращение было. Если планируете приобретать, берите extension warranty и просто вообще не парьтесь о том, что там что-то у него сломалось, там CVT-коробка, которая вот тут, типа, говорят, что плохая. Так, блин, коробка едет и едет. Что-то случилось, отвезли на сервис, вам ее починили, дали на время ремонта кредитного машину, как называется-то, арендованную машину. Вот, и катаетесь на арендованной, вам вернули машину в полном исправном состоянии. Вот, поэтому про это я считаю, что излишне там что-то переживать. Я сомневаюсь, что вы на машине будете там 100 тысяч миль выкатывать полностью. Вот, ну, возьмете ее там года 2-3, потом выйдет новая, поменяете там с небольшим доплатой, а может быть даже вообще без доплат. Там будут вас не сам засыпать всякими предложениями. Вот видите. Кайфовый автомобиль. Очень классный. Красота. Все, ребятки, вот такой вот микро-мини обзор и мое ревью. Пишите, кому что интересно, спрашивайте в
комментариях расскажу, поделюсь опытом, все, что знаю. Поделиться информацией никогда не жалко.